Всем привет, ребята! Давненько не виделись, да? Кто-то, может, подумал, куда же он пропал? Неужели сбежал с игры? А все гораздо серьезнее. Мне выдали новое эпическое снаряжение в реальной жизни. Оно называется папка первого уровня. Да, мой лагерь пополнился новым бойцом. Маленький, но с характером. Весом чуть больше 3 килограмм. С уникальным умением. Плач в 3 часа ночи. И максимальной потребностью в ресурсе под названием сон. Так что если вы вдруг услышите в ролике гул младенца, это не полярный ужас. Это просто мой новый союзник проявляет себя. Но холодные ветра не могут остановить настоящих выживших, и я возвращаюсь к съемке видео в обычном режиме. Буду радовать вас новым контентом, разбором механик и, конечно же, снаряжением губернатора, о которой сегодня и пойдет речь. А теперь о самом интересном, о розыгрыше. До старта розыгрыша 5 сертификатов по 499 звезд на ютубе осталось всего 250 подписчиков. И точно такая же ситуация в нашем телеграм-канале. Всего 250 бойцов не достает нам, чтобы запустить еще один розыгрыш на 3 сертификата. Так что если вы еще не подписались, самое время это сделать. Рассказывайте своим друзьям и соклановцам. А теперь присаживайтесь поудобнее и давайте начинать. Мы с вами ранее уже обсуждали информацию про снаряжение губернатора приблизительно полгода назад, вместе с талисманами. Как вы знаете, за полгода в игре произошли изменения. Так что я решил вам снять заново информацию про снаряжение. Если данное видео наберет 150 лайков, то мы с вами по такому же формату разберем следующую тему для обсуждения – это питомцы. Я уже ранее снимал вам информацию про них, но это был один из первых моих роликов на канале. Так что давайте дружно наберем 150 лайков и разберем с вами питомцев заново, так как там тоже есть изменения. Для начала давайте разберемся с вами, что такое снаряжение губернатора. Снаряжение – это экипировка для вашего губернатора, и для чего оно необходимо. Снаряжение используется для предоставления специфических бонусов для определенных классов войск. Как вы все прекрасно понимаете, чем выше уровень данных атрибутов, тем лучше у вас общая статистика в личных навыках. Снаряжение губернатора открывается на 22 уровне топки. Снаряжение, как и талисманы губернатора, играют важную роль в общих характеристиках, поэтому ваша победа либо поражение зависит от них напрямую. Если вы откроете свой профиль, то сможете найти снаряжение губернатора. Прямо под каждым снаряжением вы можете найти 3 талисмана. Каждое снаряжение может иметь 3 талисмана, что в сумме составляет 18 талисманов для 6 единиц снаряжения. Существует несколько типов снаряжения губернатора, каждый из которых предоставляет определенные бонусы. Шлем и часы предоставляют нам бонус к атаке и защите копейщиков. Пальто и брюки предоставляют нам бонус к атаке и защите пехоты. И кольцо и посох предоставляют нам бонус к атаке и защите лучников. Касательно уровней снаряжения. Начинаются они с необычного, которые идут зеленого цвета, затем редкие, которые идут синего цвета, затем идут эпические, которые будут фиолетового цвета у вас, затем идут мифические, которые будут желтого цвета, и, наконец, легендарного, которые у вас будут красного цвета. Как вы сейчас видите на экране, мое снаряжение легендарного уровня. Важно помнить о том, что уровни не идут один за другим. У каждого уровня есть свои подуровни. Например, после необычного уровня идет необычный с одной звездой, затем редкий уровень. Для перехода на мифический уровень нам необходимо пройти 2 подуровня, и каждый из них вывести на 3 звезды. Что касается следующего шага, это переход с мифического на легендарный. И тут уже мы имеем 3 подуровня, каждый из них на 3 звезды. В одном из обновлений у нас произошло изменение. Нам добавили в игру магазин обмена снаряжения губернатора. Основа данного магазина – это получение в обменнике лунного янтаря, который необходим для прокачки вашего снаряжения губернатора на легендарный уровень. Данный магазин обмена у вас есть возможность открыть при условии того, что вы прокачаете одну из частей губернатора на мифический уровень C2 3 звезды. В отличие от магазина обмена талисманов губернатора, где мы с вами прокачиваем один из талисманов целенаправленно на 11 уровень для открытия магазина, где можно производить обмен руководства на чертежи талисмана, я не вижу смысла в какой-то спешке открывать магазин обмена материалов усиления снаряжения губернатора. В целом он полезен. Вы можете обменять ваши проектные планы на лунный янтарь для прокачки на следующий уровень снаряжения. Но больше смысла я от данного обменника не вижу. В очень редких случаях я делаю обмен среди основных ресурсов на снаряжение губернатора. Так что если стоит заниматься открытием данного магазина, то это в случае прокачки луков и пехоты на уровень C2 мифического уровня. А затем уже можете задумываться про открытие данного обменника, прокачав одну из частей снаряжения губернатора. Чтобы улучшить уровень снаряжения губернатора, нам будут необходимы следующие материалы. Это упрочненный сплав, полировочный раствор, проектные планы и лунный янтарь, про который мы с вами говорили ранее. Если на начальном этапе вы столкнулись с тем, что у вас явный дефицит проектных планов, и вы имеете большое количество раствора и сплава, то это абсолютно нормальная практика. Вы должны понимать, что до улучшения на мифический уровень вам необходимо будет большое количество проектных планов.
А вот начиная с мифического уже наоборот. Вам необходимо будет иметь большие запасы полировочного раствора и упрочненного сплава. Кто с нами сидит в чате телеграм-канала, тот знает. Я вам с женой сделал табличку, которая показывает, какое количество ресурсов необходимо на каждый из уровней снаряжения губернатора в русскоязычной версии. Кто еще с ней не ознакомился, то я ставлю ее под постом к этому ролику в Телеграме. Напоминаю, что ссылка на Телеграм будет в первом комментарии под этим видео. Касательно полос, которые вы сейчас видите на экране, то их добавили в обновлении от 3 июля, которое мы с вами обсуждали в предыдущем ролике. Теперь снаряжение губернатора видоизменяется по улучшению на легендарном уровне. Данные подпункты напоминают мне прокачку зданий. Они поделены у нас на 5 этапов, а на снаряжении поделили на 4. Мы с вами уже проводили аналитику и убедились, что по факту количественный показатель в ресурсах прокачивания снаряжения не изменился. Его просто поделили на 4 части, но добавили к каждой прокачке количественный показатель – вместимость ваших войск при отправке. Не забывайте, что при увеличении своего отряда ваш рейд увеличивается на это же количество. Напоминаю, что данные полосы у вас появляются, как только вы прокачаете свое снаряжение на легендарный уровень. Касательно добычи основных ресурсов на снаряжение губернатора, то их существует несколько видов. И первый вариант – это покупка за донат. Касательно магазинов, я бы хотел вам посоветовать следующее. Первый магазин – это сокровище ремесленника. Данный магазин появляется ориентировочно в 4-м поколении героев. Считаю его одним из самых оптимальных для покупки ресурсов для улучшения снаряжения губернатора. Количественный показатель может отличаться от вашего, так как все зависит от поколения, в котором вы играете. И чем выше у вас поколение, тем больше наград вы будете покупать в данном магазине. Если кого заинтересовал данный магазин, то он появляется с пятницы по воскресенье. И почему же нравится мне данный магазин? Все просто, потому что тут можно выбирать ресурсы на выбор. Существует 3 градации, где вы можете анализировать, какой пакет вам будет самый оптимальный. Именно данный магазин лично для себя считаю самым выгодным для покупки ресурсов снаряжения губернатора. Еще как альтернатива есть вариант с несметным базаром. Но лично я его пропускаю, так как бюджет у меня ограниченный. На начальном этапе игры у вас открывается магазин «Рассветный рынок», и у вас есть возможность приобрести ресурсы для снаряжения губернатора. Но я на начальном этапе игры не пользовался им, а ждал 4-го поколения для улучшения своего снаряжения. Следующий вариант покупки ресурсов на снаряжение губернатора – это преимущество недели. Данный магазин обновляется у вас каждую неделю по понедельникам, и у вас есть возможность на выбор сделать покупку. В данном меню есть большое количество опций, где я лично беру пакет со снаряжением губернатора. И в очень редких случаях я беру в данном магазине карту преимущества талисманов губернатора. Беру я талисманы в данном пакете при условии того, что мне не хватает ресурсов на условное поднятие на очередной уровень моего талисмана в неделю, когда я активно участвую в мероприятии «Король Ледяного поля». Мы с вами обсудили поверхностно варианты с донатом. А теперь, конечно же, давайте мы с вами обсудим варианты без доната. И давайте пройдемся по внутриигровым магазинам. Первым источником добычи ресурсов для снаряжения губернатора является магазин чемпионата Альянса. Здесь вы можете получить полировочный раствор, упрощенный сплав и проектные планы. Не забывайте забирать ресурсы в данном магазине, который обновляется раз в неделю. Если ваше снаряжение уже на мифическом уровне, то опирайтесь на количественный показатель очков чемпионата. Лично я уже беру в данном магазине только полировочный раствор и упрочненный сплав. И если остаются значки, то я беру уже проектные планы. Следующий магазин, который я бы хотел вам посоветовать, это магазин Литейный. В данном магазине вы можете забирать ресурсы на снаряжение губернатора. И в первую очередь забирайте в данном магазине именно проектные планы. Следующий магазин – это магазин мощи государств. Этот магазин доступен только для тех губернаторов, которые ранее принимали участие в ивенте СВС. Верхняя часть магазина предназначена для победителей, а нижняя часть для всех остальных. В этом магазине вы можете получить проектные планы. Но вашей первой целью в этом магазине всегда будет огненный кристалл, но у вас останется достаточно солнечных жетонов даже после получения всех огненных кристаллов. Поэтому следующей целью в данном магазине у вас будут проектные планы и чертежи талисмана. И последний магазин, который вам будет доступен, это магазин в каньоне, который проходит у вас раз в месяц. В данном магазине я бы посоветовал вам брать проектные планы и чертежи талисмана. Также на более старых серверах проходит событие Драконий Тиран. Там есть 2 внутриигровых магазина, и в них также можно приобрести ресурсы для снаряжения губернатора. Но мы-то с вами знаем, что если в магазине продается мифрил, то лучше брать его. Теперь давайте с вами обсудим варианты добычи ресурсов для снаряжения губернатора в различных мероприятиях. Основополагающее мероприятие для добычи ресурсов снаряжения губернатора – это мероприятие «Безумный Джо», которое проходит раз в 2 недели по вторникам и четвергам. У вас есть возможность получить за хороший рейтинг в текущее мероприятие большое количество ресурсов для снаряжения, и в том числе полировочных растворов и упрочненного сплава, в которых я нуждаюсь, так как на легендарном уровне необходимо большое количество данного ресурса. Я снимал информацию о том, как можно получать хорошие места в рейтинге за данное мероприятие, и кто еще не смотрел его, я оставлю ссылку на данный ивент в закрепленном комментарии под этим видео. Еще бывают различные мероприятия от администрации, но у них нет четких и определенных сроков.
Так что ожидаем анонс. И кто знает, возможно, в ближайшее время нас ждет новое мероприятие. Но лично у меня в таких ивентах идет упор на мифрил. Но если вы только начали свой игровой путь, то вам стоит нацелиться в том числе и на ресурсы снаряжения губернатора, про которые мы с вами сегодня и говорим. Единственное мероприятие, где я охочусь за ресурсами для снаряжения губернатора, это Путь Света, который в последнее время проходит раз в месяц. С учетом минимального доната на этот ивент, я забираю награды за 70 этапов. А одной из наград тут являются ресурсы на снаряжение губернатора, про которые мы с вами сегодня и говорим. А вот другие мероприятия уже приносят меньше ресурсов на снаряжение. Но их тоже необходимо выполнять, так как ваша задача стараться забирать все минимальные награды, недоступные проектные планы и другие ресурсы на снаряжение губернатора. И давайте в двух словах пройдемся по этим ивентам. Первый – это сражение альянсов, где в одном из дней ивента у вас есть возможность получить за выполнение всех минимальных заданий последнюю награду, где будут проектные планы. Помимо этого, в период данного мероприятия вы можете атаковать других губернаторов, где вам дается 4 попытки в день, и у вас есть возможность получить данные ресурсы. Не забываем про основные ивенты в игре, а именно Король Ледяного Поля и стадии подготовки СВС, где вы можете получить награду в виде проектных планов в одном из дней ивента. Помимо этого, у вас есть возможность воспользоваться обменом мероприятий торговая станция Тундра, где за купоны обмена вы можете получить различные ресурсы, в том числе и ресурсы для снаряжения губернатора. И не стоит забывать про двухдневные ивенты, такие как гонка вооружений и обучение офицеров, где у вас тоже есть возможность получить проектные планы за последнюю минимальную награду. Также не забывайте, что охота на зверей и на полярный ужас также дает небольшое количество сплава. Так что старайтесь выполнять всю необходимую охоту за день. А я напоминаю, что ваша задача в день выполнять 10 атак на полярных ужасов, для того, чтобы получить данные награды с определенным процентным шансом. Ну и, конечно же, не стоит забывать про маяк. После улучшения миссий на нем появились и необходимые ресурсы для улучшения снаряжения губернатора. Теперь, когда мы с вами обсудили все возможные варианты для добычи ресурсов на снаряжение губернатора, обсудим, в какой момент необходимо их использовать. Есть много мероприятий, где вы можете использовать данные ресурсы. Но я вам рекомендую копить ресурсы и использовать в мероприятии Король Ледяного Поля, либо стадии подготовки СВС, где использование данных ресурсов помогут вам получить хорошие награды в общем рейтинге. А теперь давайте с вами обсудим варианты прокачки снаряжения. Мы с вами ранее уже обсуждали, что ориентировочно до 5-го поколения героев у нас приоритетность идет следующим образом. На первом месте у нас идет приоритетность, это пехота, затем идут лучники, а потом уже копейщики. Не забываем про баланс между выживаемостью пехоты и уроном, наносимыми луками. Помимо этого, вы в курсе, что в нашей игре есть 3 вида войск: пехота, копья и луки. Изначально базово у каждого типа войск была своя роль в ПВП. Пехота поглощает основной урон, защищая от копьев и луков. Копья — это мобильные солдаты, которые являются наполовину танками и наполовину наносящими основной урон. А луки наносят основной урон по вражеским войскам. Но у копьев есть одна особенность. У них, начиная с 7 уровня и выше, появляется навык с 20% шансом активации, с помощью которого они могут атаковать и луков позади пехоты. Если в битве нет луков, то первая будет погибать пехота. Так вот, герои на копейщиков после 5-го поколения настолько сильно повышают урон копьев, что ваши копейщики убивают вражеских стрелков быстрее, чем вражеские стрелки убивают вашу пехоту. По этой причине, хоть луки все так же могут наносить много урона, но они начинают слишком быстро погибать, и поэтому на их смену приходят копья. Как говорят опытные игроки с более поздних поколений, PvP-вариации по-прежнему в большей степени идут без лучников, как в атакующем, так и в защитном варианте. И это работает вплоть до 12-го поколения включительно. Далее мы не знаем, что нам придумают разработчики в 13-м поколении и выше. Но если вы, как и я, нацелены на PvP, а не на условного медведя, то делайте приоритетность, начиная с 5-го поколения, в прокачке на пехоту и копейщиков. В той же военной академии я сейчас делаю упор после пехоты именно на копейщиков, а затем уже буду заниматься лучниками. По такому же формату я прокачиваю и снаряжение, и талисманы губернатора, делая упор на показатели копейщиков и пехоты. И в целом я могу вам сказать следующее. После того, как я использую все свои ресурсы на следующем мероприятии Король Ледяного Поля, я перестану донатить на снаряжение губернатора. И весь свой бюджет, который мне доступен, буду использовать сугубо на талисманы губернатора. Да, талисманы улучшать сложнее, но смертоносность и здоровье в этой игре, по моему мнению, куда важнее, чем атака и защита. Так что я теперь буду стараться максимально усердно играть во всех мероприятиях, и будет возможность получать ресурсы для улучшения талисманов губернатора. Для того, чтобы вам снимать как можно больше ивентов, где происходят битвы между игроками. Ну что же, ребята, а на сегодня у нас все. Если видео оказалось для вас полезным, не жадничайте и влепите лайк. Как только мы набираем 150 лайков, я сразу же беру телефон и, возможно, соску. И мы идем снимать видео про питомцев. А еще напоминаю,
что осталось всего 250 подписчиков на YouTube и 250 подписчиков в Telegram-канал, чтобы запустить розыгрыш 5 и 3 сертификатов по 499 ледяных звезд. Так что если хочешь попасть в число победителей, подписывайся и зови своих друзей. Спасибо, что смотрите, поддерживаете и остаетесь на связи даже в самые морозные дни. До новых встреч, берегите себя и своих юнитов, особенно самых маленьких. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.